Вы на канале Смачно. В этом году я решила удивить вас чем-то особенным. Мы привыкли к классике, но эта паска совсем другой уровень. Представьте тонкий слой белого шоколада и легкая, как мусс, творожная основа с вишневым центром. Настоящий изысканный десерт, который готовится проще, чем кажется. Вы можете экспериментировать с начинками, но сочетание вишни и шоколада – это идеальный баланс сладости и кислинки в безупречном шоколадном корпусе. Список всех ингредиентов будет в описании под этим видео, а я начинаю готовить. У меня силиконовая форма диаметром 12 и высотой 8 см. Для корпуса я буду использовать белый и карамельный шоколад. Растапливаю шоколад в микроволновке импульсами по 10 секунд. Каждый раз достаю и перемешиваю его. Вливаю растопленный шоколад в форму и поворачиваю ее, чтобы шоколад равномерно растекался. Слой шоколада не должен быть очень тонким, чтобы он не сломался, когда мы будем доставать паску из формы. Поэтому я ставлю форму ненадолго в холодильник. Шоколад по стенкам быстро схватывается, и я наношу еще один слой. Даже если у вас не получится внутри идеально гладкого покрытия, ничего страшного, в готовом изделии это не будет видно. Теперь приготовим ягодную начинку. Я люблю вишню, поэтому взяла ее. Размороженную вишню без косточки перекладываю в сотейник вместе с соком. Добавляю сахар и кукурузный крахмал. Перемешиваю все, чтобы не было комочков, и ставлю на плиту. На небольшой мощности при постоянном помешивании довожу массу до кипения и варю еще около минуты. Масса получается глянцевая и густая. Когда она остынет, она еще больше загустеет. Теперь творожная начинка. Желатин заливаю молоком и даю ему набухнуть. После этого растапливаю его в микроволновке импульсами, постоянно перемешивая до полного растворения желатина. Даю ему остыть до комнатной температуры. За это время в миске соединяю творог и мелкий сахар. Пробиваю погружным блендером. Добавляю сливочный сыр и очень мягкое сливочное масло и еще раз пробиваю всю массу до воздушного состояния. Вливаю понемногу остывший желатин и пробиваю массу. Вот такая получилась масса, гладкая и воздушная. У меня на канале есть еще варианты приготовления творожных пасок. Ссылку на их рецепт вы найдете в описании под этим видео. Вишневая начинка остыла. Шоколадный корпус тоже застыл. Можно собирать наш десерт. Выкладываю в форму примерно треть творожной начинки. Распределяю и убираю примерно на 5 минут в морозилку, чтобы масса схватилась. Вот видите, она уже держит форму и можно спокойно выкладывать вишневый слой. Распределяю половину всей вишневой начинки. Сверху выкладываю творожную и снова убираю в морозилку на 5 минут. Снова слой вишни и оставшаяся часть творожной. Выравниваю покрытие. Салфеткой вытираю край формы и убираю все в холодильник застывать. Я, как правило, оставляю паску в холодильнике на ночь. А на утро аккуратно и не спеша снимаю форму и посмотрите на эту красоту. Идеально гладкий корпус из шоколада, который скрывает внутри настоящий сюрприз.
Ну и та самая вишенка на торте. Это идеальный финальный штрих. Она добавляет тот самый глянцевый акцент, который делает десерт завершенным. А внутри легкая текстура творога и густое вишневое конфи, которое аппетитно вытекает при разрезе. Разрезайте паску горячим ножом. Готовьте и наслаждайтесь. Еще больше вариантов пасхальной выпечки смотрите в этом плейлисте, там есть чем поживиться. Вдохновляйтесь моими идеями, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Смачно!